Филатов окрысился, ну все поняли на кого, на Лачена. Это потрясающе. Один местный блогер с миллионами подписчиков, малолетний члена хватательно-сосательный рефлекс, сейчас является лидером общественной мысли. Но когда мы уже воевали в 2014 году с русской весной, транслитерация такая, эта тварь еще ходила в школу. А сейчас сотни тысяч идиотов его читают и репостят. Сокрушается прям Филатов. Прям на лицо, что Друзенко послушать, что Филатова. Прям конфликт отцов и детей. То есть эта война уже пошла в эти поколения. Из поколения в поколение. И сейчас они вот это вот грызутся между собой. Мы в 14-м еще воевали, а мне вот сколько лет, а тебе, а руки-ноги, а ты что? А у них другая война. У них война, которая выгодна, которая окутана ложью. Уже даже не выдержал абсолютно, ну я не могу сказать, что он бандеровец, да, но абсолютно проукраинский, украинскоязычный, там, галицкий, украинский патриот, что бы это слово, как бы оно ни воспринималось, хорошо и в хорошем, и в каком-то другом смысле. Журналист Остап Дроздов, он уже вышел и говорит: ребята, ну скажите уже правду людям. Только не просто вот это вот все через систему блогеров полезных, Петровых, Ивановых, еще каких-то товарищей, а вот правду скажите, правду. І народ-то вас поймет, если вы выйдете и скажете правду. Іти до кінця, розумієте, мені здається, тут бракує чесності, тому що це не мають говорити люди, журналісти, якісь там діячі, волонтери. Це має вийти державник і чесно своєму народу сказати. Це чесно, народ до цього готовий. Смотрите, государственник, ну, такой книжный, литературный, собирательный образ государственника, смотрите, выходит и честно народу говорит. А народ такой, он готов это услышать. О чем он? Тому що те, що я чую від людей в сільському магазині... Где? Это там, где уклонистов прячут от ТЦКшников. Каком сельском? О чем ты? Ля Сельпо все харчуются. Дроздов, ты что? Какой сельский магазин? Он нашелся тоже. Сельский магазин для него показатель. Повірте, вам би вуха отако зів'янули, і ви би сказали, що це точно якийсь Путін говорить. Це Путин в сельском магазине? И там Путин? Да что ж ты будешь делать? Везде Путин. говорять наші люди, причому на заході України. Державник має чесно вийти до готового до цієї складної розмови народу і сказати: шановні друзі, якщо не буде припинення війни по лінії такі, які зараз, навіть, можливо, з більшою втратою. О, если не будет, то... Але зупинити і штопорнути під гарантії безпеки в разі повторного нападу, то тоді нас чекає абсолютний апокаліпсис. Шановні друзі, війна довга, нерозв'язувальна, вічна, з лозунгом «іти до кінця» буде означати: вкалічіє кожний, загине кожен другий, третій, жінки підуть на облік обов'язково, не будете ви їздити по закордонах на морях. До кінця життя кордони закриті. Страшные вещи, говорит. Значит, каждый второй умрет, все вот это... Это государственник точно должен выйти и сказать? Забудьте, ви гетто. До кінця життя авіасполучення зі світом нема. До кінця життя 18 років мобілізаційний вік. Не подобається? До побачення через тису, ліси, ще кудись. До кінця життя ніяких прав громадян, ніяких свобод громадян. Вибори, якщо і будуть, то електронні через Дію, де ми намалюємо 101% собі. Викусіть, гуляйте Накося викусіть. лісом. Демократичних основ не буде. Парламентаризму не буде. Буде мародерія. Буде одноосібне правління. Буде безправний громадянин, який змушений буде виконувати обов'язок
в війні, яка не передбачає проривних досягнених переможних цілей. І питання, вас це влаштовує? Якщо так, то так. Якщо ні, то так. Розумієте, це має сказати державник. Если нет, то да, это да. Да-да, нет-нет, да будет свет, как говорил один белорусский блогер, играющий в казино. То есть вы понимаете, что если вы, ну то есть на чаше весов это говорят в сельском магазине на Западной Украине. Но не только в сельском магазине. Все это понимают. И можно по-разному там к Остапу Дроздову относиться, но он говорит правду. Все это понимают, что рано или поздно придут за женщинами, рано или поздно, ну, то есть, как бы каждый второй погибнет. Нам забрасывают следующее поколение. Следующее поколение. Понимаете? И от этого так тошно. Просто тошно. Авиасообщение в Украине. Что это? Все забыли за 4 года, что такое авиасообщение, что можно сесть в Борисполе, полететь там куда ты хочешь, в Европу, в другие страны. Сбивали, помните, рейс МАУ над Ираном? Так из Ирана, ну, летали МАУ там. Вы понимаете, что происходит? То есть, это не надо тебе. Ты в концлагере, заперты границы, женщины уже так не поедут, молодежь так уже не поедет, какие-то отсрочки, там это все, ну потому что война. Мы же не хотим заканчивать на линии разграничения или даже отдать какую-то часть территории. Значит, вот получайте. Кто может быть таким государственником? В последнее время Буданова сватают. А щодо Кирила Буданова, я вам скажу, він мені дуже кинувся позитивно в око перше. В правое или в левое око? Куда как ты уточни. Бросился. Это Голомша. В Генпрокуратуре работал замом. Короче, такой потужный, патриотичный, честный, опытный. Говорит, Буданов, говорит, бросился мне в глаз. Своєю безхитрісністю у поведінці в Абу-Дабі і в Сполучених Штатах Америки, своєю поведінкою зовнішньою, який не ушкірявся, знаєте, і не пригинався, не посміхався, так як це робив Умєров і Арахамія. Контрреволюционные вещи Голомша говорит. Значит, Арахамия и Умеров заискивали. Вот это вот все. Ржали, вот это не впопад. Улыбочку давили. А Буданов понравился и бросился в глаз Голомша. Який гідно подавав руку. Це дуже важливо в воюючій державі. Очень важно в воюющем государстве достойно подавать руку. Особливо. Третє, це він говорив без паперу. Він відповідав... Без бумажки говорил. Как, и суфлера не было? Ой, страшные вещи Голомша нам говорит. Так это что-то, Зеленский по бумажке все? По бумажке? А по бумажке плохо, да? По бумажке прям плохо? Я открою страшную тайну. Как раз по бумажке хорошо. Потому что на бумажке тебе хотя бы написали хоть что-то плюс-минус внятное. Потому что если ты откроешь рот и ляпнешь от себя о кофе в Ялте, о концерте группы «Антитела», ну и так далее. Но это другое. На питання відповідав, як наголошую, безхитрісно, органічно, дав би Бог, щоб його поведінка, формула поведінка була такою і надалі, бо це стратегічно вірна формула поведінки українця, який розуміє, що за його спиною не команда, як то люблять казати, знаєте, вже більше 2 десятків років, команда. Я вважаю, що це за команду треба просто людям проганяти тих політиків. Не може бути команди у державній справі. Це має Команда. Ну, смотрите, это аллюзия там к Тимошенко, она там акает вот в украинском языке. Но, по сути, он говорит как бы о Тимошенко. Команда, вот это все, это ее история там, да. Любимой, вот эта вся вещи. Но это же четко относится к власти. 5-6 менеджеров. 5-6 менеджеров. бути державники, це має бути державний апарат, і не може бути ніякої команди, бо це корупція. Більше відео Да, это же коррупция.
Там, где коррупция, не может быть команды. Еще один острый момент достойно подающего руку Буданова, я имею в виду переговоров, да, где вот он ярко выделяется среди прочих, это, конечно же, тема, которую сейчас раскручивают, и я прошлый шум посвятил этому тоже, отдельно показывая там Фейгина на украинском 24-м канале. Это история с войсками, контингентами. Значит, креативно подошли журналисты, этого же, кстати, телеканала, говорят, ну, смотрите, обсуждаем, что размещение иностранного контингента. С кем его можно обсудить? С представителем иностранного контингента. Да. Мамулашвили, грузинский легион в войсках ВСУ, висказався о тому, а де ж йому стоять, і що це взагалі за контингенти? Де, на вашу думку, мають бути розгорнуті саме європейські війська? Бо зараз, з огляду, знову ж таки, на коментарі росіян, що вони вбачають цьому ескалацію і тому подібне, вони цим намагаються буквально або повністю прибрати будь-які дискусії щодо розміщення європейських військ, або як альтернативу дехто припускає, що, можливо, це розміщення буде, але десь в районі західних околиць нашої держави, вздовж західних кордонів, кордонів України та країн Європи. А де вони повинні розміщуватись, щоб дійсно це було про гарантії безпеки? В идеале мы должны вытолкнуть российские войска, и они должны быть в серой зоне, находиться в серой зоне, которая разделит Украину и Российскую Федерацию. Так что... Вот так вот. В идеале мы должны вытолкнуть российские войска, и вот эти товарищи должны находиться в серой зоне между Украиной и Российской Федерацией. Мамука, так что, границы 91-го? Это идеальный вариант для Украины, но я сомневаюсь, что это будет сделано именно так. С большой вероятностью будут пытаться разместить европейский контингент на линии размежевания, боевого размежевания, которое есть сейчас. И, на мой взгляд, это похоже на замораживание конфликта, и оно не сможет сыграть позитивную роль для Украины. Это даст время России перестроиться и еще раз нанести удар Украине. Так что, на мой взгляд, я очень скептически отношусь к любой договоренности с Россией, если она ее вообще подпишет. Но даже этот сценарий, он довольно сложный, и я не знаю, насколько он реалистичный. Вот так вот. Смотрите, какой мамука боевой. Говорит, о каких войсках вы говорите? Они должны в серой зоне стоять, буферной. А так они, скорее всего, станут на линии разграничения, там где-то будут ползать эти войска. Это даст возможность России перегруппироваться и ударить снова. Вот вам нарративы военных, воюющих за Украину грузин. Понимаете? То, что там у него на родине, у этого мамуки уже совсем другая песня поется. То, что там уже совершенно другая реальность, это никого не волнует. У него такая реальность. Он же мамука с автоматом. За Украину сражается. Говорит, не помогут контингенты. Контингент – это вообще помощь Российской Федерации. Это вообще усиление Российской... Это пауза для Российской Федерации. Пауза для стороны, которая наступает. Великий стратег в грузинском легионе. Величайший, я бы сказал, стратег. Так, понимаете, ну, вернемся мы еще к этим всем стратегиям, да, потому что это... Вот если честно, ну это, конечно, нечто. То, что происходит на передовой, но самое интересное, что происходит как бы на определенном расстоянии от передовой. Вот, например, сегодня стало известно, что дроны со старлинками, а конкретно беспилотники «Молния» ударили по трассе Павлоград-Покровск. Вот смотрите на карте. Павлоград, вот Покровск. 50 километров примерно от линии фронта был эпицентр этого удара. Удары были четкие, они были с камерами, со старлинками. Конкретно прилетела вот в военную машину типа пикап и в военную машину, ну, уже, да, вот большую какую-то военную машину. Прямо по трассе. То есть в радиусе 50 километров ты уже не подвезешь боекомплект, ты уже не подвезешь
пополнения, это такой очень серьезный прецедент. Даже Федоров признал сегодня, что да, есть проблемы со старлинками, но это же Федоров. Он вообще на короткой ноге со всеми. Минобороны вместе со SpaceX уже решает проблему использования Starlink на российских беспилотниках. Через несколько часов после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами команда Министерства обороны оперативно связалась с компанией SpaceX и предложила пути, как бы решить ситуацию. Очень благодарен президентке SpaceX Гвин Шотвелл и лично Илону Маску за быструю реакцию и начало работы над решением ситуации. Решение Илона Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминала в Украину для начала, в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для стойкости нашего государства. Западные технологии должны и дальше помогать демократическому миру защищать цивильное гражданское население, а не пользоваться для террора и уничтожения городов. Выдал Федоров. И знаете, что понеслось в украинских пабликах? Ох, молодец, слушайте, быстро реагирует. Красавчик Федоров, красавчик. Дроны, правда, сегодня делали какие-то сочные выкрутасы. Где-то на фронте, да, сняли вот застрявший в сетях российский баражирующий боеприпас «Ланцет». Это как бы показано для того, что сети, они, вот видите, работают. То есть Lancet попался. Примечательно, что у этой марки Lancet есть лидар и воздушный подрыв, функция такая, да? Но они не сработали. То есть вот это очень уникальная фотография, потому что обычно, Lancet самоликвидируется. А в этом случае на сетке он не сработал. Поэтому все как-то удивляются, в чем дело. Дроны кошмарят ужасно. Летят все ниже и ниже. Флэш, вот этот новый советник Федорова же, сегодня опубликовал видео. То есть, смотрите, летит дрон, слышатся очереди автоматные. Он буквально 10, 15, 20 метров, 25 от земли. Это очень низко для дрона типа Герань. То есть тут непонятно, он упал в поле, то ли его подавили рэп, что вряд ли от этих автоматных очередей, понятно, не попали. Скорее всего, на ручном управлении. В общем, там же все-таки ухабы и как бы врезался, да? Может, неопытный пилот был. Хотя, возможно, подавили и там как-то его, собственно, приземлили в этом чистом поле. Но то, что они летят очень низко, это прям принципиально важно. Прям очень важный момент. Удары на такой силы и такой точности, что все же, как у нас, живут-то одним днем. Буквально 3 дня назад ударили по Львовской области. И дроны-разведчики вот такие же, низенько, вот над Львовом там высматривали что-то. Но об этом уже все забыли, у нас же куча новых потужных новостей. А Броды и пораженный объект нефтегаза горит 3-й день. Это Броды. Дальнобой остановился снимать. 3-й день не могут потушить во Львовской области. Но нам говорят, что все потужно, есть и успехи. Конечно, есть. Крутится вокруг Мирнограда Димитров. Мирноград, который Димитров. И Покровска. И говорят, там воюем, там никто не отступил. Уже карты все перерисовали. Уже там все меньше и меньше остается серой зоны, где якобы какие-то части, да, вот, или какие-то штурмовики вооруженных сил Украины. Но нам опять втюхивают по телемарафону мантру, что да все будет хорошо, не переживайте. Есть такой Лазейчук, целый командир корпуса на секундочку.
Не можу сказати, що у нього брак на сьогоднішній день, але виходячи знову ж таки математичним шляхом, противник несе втрати. Я думаю, Смотрите, так спрашивают, что там под Мирноградом, Покровском? Противник потери несет. У них все как заезженная пластинка, у всех. Это такая спущенная сверху директива. Противник несет потери. Мы это слышали под Бахмутом. Помните Бахмут? Там потери, мы не можем отступить. Это удобное место для того, чтобы перемалывать российскую армию. Сейчас то же самое. то, мабуть, весни противник буде виснажений і трохи зупинить своє просування і темпи наступу на ці ділянки. Ну, знову ж таки, якщо не буде задіяний ще якийсь резерв, можливо, там морська піхота, бо теж перебуває, ми знаємо, що на злагодженні, до підготовки, на докомплектуванні. Не впевнений, що вона буде залучена саме на цей напрямок, але це можливо. А ви сказали, буде виснажений до весни. Це саме на цьому напрямку, чи загалом ви бачите угруповання російське буде виснажене? Саме цей напрямок. Конкретно Покровськ, Мирноград. Знову ж таки, я володію інформацією, скільки противника знищуємо, і сопоставляю з нашими втратами, і розуміючи надходження особового складу і умовно якісь там переваги в цьому противника, то думаю, ще трішки, і активність противника спаде. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Подождите до весны. Ну, все нормально. Сейчас мы их будем перемалывать и дальше. Весной. Весна покажет, кто где до весны. Все будет весной, не переживайте. Все нормально. А для того, чтобы потужнее немножко выглядела картина, надо Герасимова макнуть. Макнули же. Позавчера он выходил и говорил о том, что Купянск-Узловой взяли. Ничего, нарисовался вот военный украинский, который, так сказать, это все и опроверг. Доброго ранку, сьогодні 29 січня 2026 року. Я знаходжусь в центрі Куп'янського узлового. За моєю спиною будинок культури. Поруч зі мною Укрпошта. Бачите мене, навіть без бронежилета. Чего они все так картавят? Что это за вот эта вот история с этой картавостью? Напишите в комментариях. Вот я замечаю, у многих такая, ну, вот у многих. И они все такие, все очень важные. И так прям с французским прононсом. Ну вот смотрите, говорит, хожу без бронежилета, вот Купянск, пожалуйста. Що означає, що Куп'янськ надійно, Куп'янськ-Узловий надійно під контролем Збройних сил України. Надежно, под контролем вооруженных сил Украины. Надежно. От, і ми прикладемо всі зусилля для того, щоб він таким і залишався до кінця війни. Каким оставался до конца войны? Ты только что показал, все разбито, разрушено, ни Укрпочты, там, ни ДК, ничего. Вірте в ЗСУ, слава Україні. Конечно. Мама, извини, що без шапки. А мама, извини, что без шапки. Маме можно по-русски. О, это он зря, по-русски. Ты ж в публичном пространстве, говори по-украински. Вот где он ходил, примерно здесь, да, вот Укрпочта, вот Купянск-Узловой. Вот здесь он как бы ходил, и, в общем, все у него надежно. А Герасимов, видите, врет. То есть логика. Купянск-Узловой. Видите видео? Все, никто не взял. А Мирноград и Покровск и подавно. Бои и в Мирнограде, и в Покровске. Все хорошо. Все отлично. До весны вообще все будет здорово. Вопрос только, что не все доживут до весны в тылу. И с тем комфортом, и прямо физически. Потому что морозы лютуют, а состояние тыла... Ну, я так понимаю, что Купянск-Узловой тоже тыл. Вот примерно в Купянск-Узловой превращается, собственно, инфраструктура. Причем в столице. Это жилищный комплекс с поэтическим названием «Англия». Подземный паркинг затопило на Ухналь, прорвали трубы. Кошмар происходит. У людей в ванной дерьмо. Громадское, самое честное. Публикуют, ну, вот такие кадры. У нас катастрофа. Фекалии плавают в ванной. Киевляне на грани гуманитарной катастрофы. Все по стандартам. BBC их научили за гранты стандартам. А что власть? Да нормально все с властью. Власть в этом случае это даже не Кличко.
которые ходят, фотографируются везде, там, с коммунальниками, без коммунальников, которые вот это вот все, то есть, да, власть это даже не Кличко. Власть олицетворяет Бахматов. В Голосіїва вже рвуться труби, вже гамно тече безпосередньо з вікон. Там є декілька будинків, де все це позамерзало. І те, що я сказав, що можливо треба рити яму, я поясню. Кличко каже, що треба виїжджати з Києва. Я вважаю, що треба залишатися, рити яму і тримати оборону, не зважаючи ні на що. Бо ворог хоче, щоб ми виїхали з Києва. Поняли? Надо оставаться в Киеве и держаться, несмотря ни на что. Вы спросите, почему? Ну, то есть, почему не, то есть нельзя уезжать? Нет, не уезжай, потому что враг этого хочет. Це неприємно рити ями, це принизливо, це катастрофа, в столиці це неможливо, але це вже сталося. І треба Это катастрофа, это неприятно, но это уже случилось. Он бывший КВНщик, основатель Comedy Club, бизнесмен, вот этот юморист. Слушайте, так смешно. Помните, был такой период, когда очень популярен был аншлаг. Аншлаг, Кривое зеркало, Петросян, да, вот это вот. Ну, это типа считался юмор для взрослых, там, для бабушек и дедушек. А новые мейнстримные КВНщики, Comedy Club, они смеялись над ними. Помните? Короче, время прошло, и, судя по всему, поколения тоже изменились. И он мне кого-то напоминает. О, Дроботенко. виживати, як ми можемо. Біотуалети ставити, ями, кульочки, я не знаю, присипка котів, все що завгодно, але треба боротися. Пейте мочу, говорил Гордон. Но боритесь. Існує, може, якийсь альтернативний план, щоб ось не було замерзання каналізаційної системи. Тому що навіть ось зараз додали світло, да, але ми ж розуміємо, що для того, щоб оці відновити всі ці системи, для того, щоб вони функціонували, потрібен час. Якщо зараз ще буде обстріл, да, воно знову. Тому я сказав, що ми готові рити ями. Це є альтернатива. А есть, ну какая-то журналистка, как в теме, она же разбирается, она говорит, а может там какие-то опции, какие-то альтернативы. Говорит, яму рыть надо. Ну, як ти обігрієш сотні кілометрів каналізаційних труб в будинках. Нам кажуть, що каналізація працювати буде від будинка і далі. А все, що в будинку, якщо немає опалення, буде мінус 20 в п'ятниці, що робити? А ви реально думаєте рити туалет? Поняли? Хихи, чпок, Дроботенко, или кто там еще был? Какой-то Ветров, во, он любил там присвистнуть вот это все, да? Вот это вот такая. Отлично вообще, власть. Но смотрите, главное что, верю в себя, не вижу препятствий. Знаєте, до мене прийде 300 тисяч людей. Що я їм скажу? Слухайте, йдіть на вулицю, правильно? Во що превратиться район? Я хоча б направлю цей потік. Яму. Выгребную яму. Хоч якось. А, тобто це вже затверджене рішення? Нема рішення, плану нема. Нема. Плану нема. Вот это потужно, слушайте. Деснянская райгосадминистрация города Киева. Прямая президентская вертикаль. Кореш президента, коллега президента. Ну как, просроченного президента. Ну какая разница, он-то действующий. Кореш і колега. Нема ніяких дій, нема ніякої допомоги. Я взяв ініціативу на себе і несу за це відповідальність. Я розумію, що це дико, це неправильно, це не можна, це не по-європейськи. Але вибачайте, гамно не терпить отлагательство. А біотуалети, може, це? Чудово. У нас 150 тисяч квартир, значить 150 тисяч унітазиків. Значить, скільки біотуалетиків треба ставити? 150 тисяч? 100 тисяч? 50 тисяч? Ну, може, не на будинок, хоча б там 10-20, чи це мало буде? Ну, от 10-20 на будинок, 700 будинків, 7 тисяч туалетиків. У нас нема такого, так? Нема. Нема. Биотуалетиков нема. А нет, не напасешься на вас, биотуалетиков. Я взял на себя ответственность. Ответственность рыть ямы. А? Какой не боится ответственности? Ну я же говорю, Кривое зеркало. Но он продолжил, этот фрагмент про ямы, это, конечно, нечто. Понимаете? Вот эти бабушки там были, помните, в Кривом зеркале? Вот это вот оно. Вот это вот с этой уже оперы. Вот это вот оно. Коли буде відновлено тепло, я не знаю. Ніхто не скаже. Поняли? Спрашивают, а когда, есть перспективы какие-то? Это же люди спрашивают, это люди. Я, говорит, не знаю, когда будет тепло. Никто не знает. ТЕЦ-6 – режимний об'єкт, на кого не пускають навіть поліцію. Никого не пускают. Режимный объект ТЭЦ-6. Никого не пускают. А просто
просто серед мешканців ми бачимо це там по мережах, і от ми сьогодні спілкувалися з людьми, також кажуть, що такі чутки ширяться, що їм начебто сказали, що до кінця опалювального сезону, в принципі, можна не очікувати на... Ну, давайте я відразу розвалю цю версію. На Лісовому ми запустили будинки, це приблизно 20% Деснянського району, через інші засоби, конектори і так далі, але тим не менш Лісовий більш-менш з теплом. Лесной массив, да, он плюс-минус с теплом. Мы запустили коннекторы. Это он намекает, что ТЭЦ-6 не развалена. Ну, то есть никто не знает, что там, туда никого не пускают. Я вообще никто не знаю, никто ничего не знает, но на Лесном есть. Поэтому он разваливает эту версию, что тепла не будет до конца отопительного сезона. Ні, але коли воно це станеться, не знаю, можливо, це станеться цього сезону. Але вже вам закидаю вудочку важливу. Какую ты удочку закидаешь? Делай что-нибудь. Бери лопату, рой туалет, удочка. Я би спитав у Кличка, як ми будемо готуватися до наступного опалювального сезону, який Кличко надо. Надо Кличко торбить. Он чё такой резкий, чё такой дерзкий? Он Кличко торбит. настане в цьому році. Якщо ми зараз не побудуємо розгалужену систему чогось, десь, як і так далі, ми що, думаємо, що у Путіна ракети закінчаться, чи дрони, і ми будемо знову сидіти в такій захисній позиції і не робити альтернативу? Ми зараз 4 роки посиділи отак, в боксі, знаєте, якщо ти від защити працюєш, тобі точно попадуть. От нам попали. 4 роки били, попали. Що ми зробили за 4 роки? Люди без тепла. Люди, они, понимаете, уровень чиновника в тяжелейшей чрезвычайной ситуации столицы. Это в его районе бедствие. А он интервью такие раздает. Тобто я так розумію, що ти... А он кайфует от этого. Смотрите, ему ж кайфует. То есть ему, в принципе, пришла такая нормальная, ну, опять, вопрос это нормальный. Она плюс-минус в теме, эта журналистка, которая там на заднем фоне спрашивает у него. Она ему задает конкретику какие-то там, а может так, а может это, а может сюда, а может так. А он перед ней Ваньку валяет. Технічно можливо все-таки цю ситуацію вирішити. Консервація, ну... Дивіться, технічно я не знаю, що СТЕЦ. Ніхто не знає, що СТЕЦ. Для того, щоб боротися з ворогом, у вас має бути альтернатива. У вас має бути 200 МВт альтернативної енергетики, чи тепла, чи плюс-плюс і так далі. Я зробив Житомир, який на соломі побудував ТЕЦ, і вона дає енергію для 40% Житомира. Чому, сука, обласний центр може собі дозволити ТЕЦ на соломі, а я не можу? Я так розумію, це трошки дилетантське питання, що зараз Троєщина повністю ізольована від енергосистеми. Так, її так побудували на більш ефективну, круту, мега-сучасну ТЕЦ-6. Вона дуже крута, вона реально найновіша в Києві, вона реально найкрутіша в Києві. А вона одна. Все, пара-пара-пам, пів. Ну вот и от этих людей мы ждем решения вопроса. Они нам роют ямы, они говорят, а смотрите, в Житомире на соломе, ТЭЦ работает на соломе в Житомире. Такое ощущение, что в ТЭЦ на соломе невозможно попасть, да? То есть, смотрите, абсолютный бред на фоне страданий людей. Попали, парам-парам-пам, пу! Попали в ТЭЦ. Не называется, что это за ТЭЦ. Я, если честно, очень и очень перед шумом сегодняшним очень и очень корпел над этим видео. Ну, потому что YouTube не любит. Но я думаю, вы все поймете. Там даже на ускорке. Вы поймете настроение людей. Это идет человек, который, как я понял по настроению, это понятно, это не идентифицируемо, но, судя по всему, это какой-то рабочий снимает видео одной из ТЭЦ. Понятно, что нельзя говорить, что это ТЭЦ-6 или какая-то ТЭЦ-5, которая пострадала, да, после удара. Это одна из киевских ТЭЦ. И идет человек, который рабочий, которого туда прислали на ремонт или что там что они могут сделать. Я почему корпел над этим видео? Там через слово такой отборный. Все по-русски.
Это пи***ять. Это срака. Хуй тут разгребем его, блядь. ТЭЦ. Одна из киевских ТЭЦ. Не называется какая? Конспирация. Ну, чтоб никто не догадался. Вот что в Киеве с одной из ТЭЦ. Ёб рот, блядь. Это пи***, блядь. Все на. Небо! Небо! Раз, два, три. 3 прилета. Сука. Да, отхерячило. Это пиздец. Ебу корень, блядь. Видео очень такое название, знаете. Вот почему нет света. Все на. А я ёб твою мать. Блядь, четко в турбину, блядь. Четко в турбину. Что мы тут можем разгрести? Чем помочь? Что восстанавливать? Парам-парам-пам. Все. Как в Яралаше. Так а что с Троещиной? Вот журналисты пошли в Троещину. Ну, на Троещину в одну із квартир. Тому ми, ось щоб ви розуміли, одне одіяло, друге, ну це друге одіяло, ось на тепла постель, пледи, коротше, це ми так спимо. Коли світ є, буває включаємо обогрівач. Ну, температура, самі бачите, яка. Сплю, щоб ви розуміли, ось речі лежать, у валенках вдома хожу. В валенках от дома ходит. Вот вещи лежат. Показывают быт, мужик. Гарячої води у нас немає вже теж так само, як і опалення. От, холодна вода, так як у нас перший поверх, то в принципі, ну, напор є, якби, но... Тобто так, де менше, де більше, но вода, по крайней мере, є. Ну, котика греют, бутылки с горячей водой набирают. Котики у нас гріються саме тут. Це їхнє любиме місце. Для того, щоб вони не замерзли, коли нас немає, я нагріваю воду, бутилки, закутую, показую їм тепле місце, і вони там відпочивають, очікують, поки ми прийдемо в холодній квартирі. Якось так. 3 градуса в квартире. 3. Это та Троещина, о которой сейчас так печется и в формате смеха панорамы, аншлага рассказывает Бахматов. Вот она, эта Троещина. А что же им предложили взамен? Палатки. Ось ви можете на власні очі побачити. Тут є теплопушка, є генератор. Давайте з вами зайдемо до середини. Давайте зайдем в середину. Теплопушка, генератор есть. Смотрите, как хорошо. Развесили красные кресты, ну, чтоб там дрон не ударил. Ось таким саме чином ми відкриваємо так звані двері до намету. Все ж таки продовжують прибувати люди, тому що дійсно у деяких домівках поруч зовсім немає теплопостачання, у когось більше доби. Тут можна підзарядитися, можна скуштувати навіть обіди. Даже обеды? Даже... А чим кормили? Наприклад, вчора приносили гречку з нагетсами і салат. Гречку с наггетсами и салат. Представляете? Нормально, жить можно, чего? Тут у нас є і дитячий куточок, можна почитати книжки, можна поліпити щось з пластиліну, чим намалювати олівцями. Звичайно, тут є кава, чай, навіть є солодощі. А якщо користуєтесь ви мобільними пунктами обігріву і незламності, будь ласка, зазначте в коментарях під цим відео. Напишите, вы пользуетесь пунктами обогрева и несокрушимости? Ну, напишите в комментариях, очень интересно. Ну, журналисту интересно, напишите, что вам сложно в шуме. Напишите в комментариях, вы пользуетесь или нет. Там даже есть печенье. Все есть. Об этой Троещине, конечно, сегодня ходят просто неимоверное количество мемов. Конкретно вот этот. Человек уже пишет: да, говорит, я тоже на Троещину без каски и бронежилета не хожу.
Эксклюзив. Местный телеканал делает репортаж, прямое включение, журналистка в каске и бронежилете. Конечно, смотрится это ужасающе. Однако многие обратили внимание, ну, все-таки для чистоты, да, для того, чтобы быть корректными. Звучит тревога, а тревога в Киеве звучит часто, поэтому у журналистов есть просто такой протокол. Тревога, значит, нужно в каске и в бронике. То есть тут ничего не поделаешь уже. Ну, вот такая вот как бы история. Примечательно, что на этот счет очень много публикаций таких косвенных. Вот Униан публикует потрясающую историю. Значит, Алла Бурейко. Она повар в Словакии. Директор общества с ограниченной ответственностью «Новая перспектива люкс». А вот этой Алле Бурейко, ее предприятию, на нее Киев Теплоэнерго выписали на восстановление тендеры на 33 миллиона гривен. В течение полугода 7 договоров с Бурейко на сумму 33 миллиона гривен. Пожалуйста, все в порядке. Новая перспектива не имеет опыта подобных работ, оформлена на кухарку, работающую в Словакии, где-то на кухне. По данным антикоррупционного центра «Межа», во время тендеров предложения других участников отклонялись, а новая перспектива «Люкс» признавалась победителем. Общество не имело никакого опыта, фактически привлекало на тендерах его, это общество, а другие отклонялись. Алла Бурейко компанию возглавила в сентябре 24-го после очередной перепродажи. До этого она не занимала никаких должностей, работала в сфере общественного питания. Магазин полуфабрикатов у нее был. Галя Балувана, сейчас назвали Мультикук. Во время полномасштабного вторжения отправилась в Словакию, сейчас проживает в городе Кошице, знакомый город, и работает там поваром. А на нее фирмочка записана, а на эту фирмочку 33 миллиона. Видите как? Любая кухарка может управлять государством, выигрывать тендеры на такие крупные суммы. Без малого $1 миллион. Чего тут? Но вы все должны привыкнуть к тому, что и вы, и ваши дети, видите, как Серненко говорит о будущих поколениях, намекает. Все говорят о будущих поколениях. Даже нашлась потрясающая советница Умерова, Бабий, по энергетическим вопросам, которая вывезла семью, у нее там дочка гуляет, путешествует, живет свою лучшую жизнь в Швеции, бывает по Европе, куролесит, потрясающий туризм. А она советует всем учить дітей ходити в яму. Загроза для нас ця завжди буде тривати. Завжди. До того часу, поки у нас є такий сусід. І ми завжди маємо навчитися на все своє життя, навчити наших дітей, наше майбутнє покоління, онуків, правнуків, жити в умовах, коли в нас в будь-який момент може не стати світла, тепла і води. Це наше нове життя, це наші нові правила життя. Новые правила жизни. Мы должны в любой момент быть готовыми, что не будет ни света, ни воды, что нужно отправляться, как бы, уроки выживания. А что это модно? Это тренд такой. Нормально. Чего? Но последнее время я заметил, и тоже хочу, чтобы вы об этом написали, видите, куча опровержений каких-то. Погибла на Подоле бабушка Холокост, которая пережила ребенком. Замерзла, прорвали трубы, ее нашли. Нет, это фейк. Она умерла, сердцем стало плохо. Ну а то, что на холоде с сердцем может стать плохо, это всем все равно. Вот точно так же. Замерзнет канализация. Активно Киевский горводоканал говорит, нет, не может замерзнуть канализация, наши сети не замерзнут. Если что и замерзнет, то это у вас там в доме. Ну и говорят, что идея устанавливать временные уличные туалеты или выгребные ямы, они нецелесообразны. И нет вообще реальных каких-то, собственно, оснований это делать. Просим доверять официальной информации.
То есть, понимаете, в чем дело? Они говорят, с нашей канализацией все хорошо, выгребные ямы не нужны, а глава районной государственной администрации, вот этот, который Бахматов, говорит, я буду рыть ради незламности. Это будет наша яма перемоги, что означает символ того, может, надо памятник яме поставить в этой стране. Ну а что, Булгакова снесли, на этом месте надо памятник яме поставить. Яма, которая нас приведет к победе. И чиновники у нас, чиновники какие? А чиновники где? Ковыряются, кто в чем? Кто в носу козявки жрет, кто в ушах. Это вот Алексей Соболев, министр экономики. Очень там у него много интересного было в ухе. С экономикой это все нормально. В ухе интереснее. На заседании Кабинета министров. Чрезвычайная ситуация в стране. Что там вот это, что там происходит? Может, доносятся голоса людей, которые с ума сходят. На Русановке в доме мужик, света не было, вот дали. Он кинул провод, зарядить немножко свой электрокар. Сейчас с этими электрокарами там вообще беда на фоне отключения света. Так чуть не побили. То ми питаємо, що у нас вибиває світло і фази. А вони собі, блядь, так працюють, влаштовано. Бачите? Яка це квартира? Може хтось скаже, яка це квартира? Алло, СБУ? Какая это квартира? То я зателефоную зараз. Уже! Я сейчас вызову, блядь, того, кого надо вызову, зафиксирую, блядь, тебе нарушение, блядь, пожарной безопасности, ты тебе. Пускайся. А машинка-то на харьковских номерах. Спускайся, я тебе, блядь, говорю, слышишь ты? Спускайся, гнида нахуй, я тебе ебать смотрю, что ты, блядь, никого не уважаешь, понятно? То есть ты никого не уважаешь тут? Приехал на харьковских номерах в Русановке, снял квартиру, переселенец, такой-сякой, электрокар свой кинул с розетки подзарядить. Выбивает все. Все, электроэнергия, сейчас дом отключится. Вот это ЖЭК этот весь. Ты раз хоть в ЖЭК ходил, ты? Ты хоть в ЖЭК раз ходил, я вопрос задал тебе. Ты хоть раз, сука, в ЖЭК ходил, я тебе вопрос задал. Ты, чума, я ж тебя попаду на улице, блядь. Я тебя найду на улице. Ты находи, я тебя найду, я тебя подловлю. Я ж тебя, сука, попаду на улице, я тебе, сука, голову в жопу засуну, ты понял, ты? Ты сказал, пикту, блядь. Ты сказал, что... Вообще, сука, никого не уважаешь, или что, блядь? Тебе сколько раз говорили? Какой час, блядь? Уже, нахуй, соединяй, слышишь ты? Уже, блядь, едь на заправку, сука, и заряжай на заправке, понятно, ты? Ну, в общем, вот так. У людей просто сносит крышу. Слушайте, хорошо, что он метку никакую не нарисовал где-то. Причем рационально ты тут ничего-то не сделаешь. Рационально. Ну, не выбьет у тебя ничего. Если свет есть, то он есть. Но у людей сносит башню. Сносит башню. У людей стресс. Сегодня, кстати, по поводу стресса очень интересный материал вышел. Да, значит, я прям поразился уровню просвещения. Есть в Малайзии такой министр по делам религии Зулькифли Хасан. Так он сегодня выдал очень интересное исследование, что люди приходят к ЛГБТ, ну то есть становятся этими самыми, не только потому, что социальная среда, какой-то опыт сексуальный, а потому, или там с религией что-то не то. Нет. Они это могут сделать из-за стресса или давления начальства на работе. Не надо стрессовать. Стресс – это вредно. Можете превратиться в меньшинство. Зачем вам это? Ну а как тут без стресса, если в Киев просто становится выжженным полем? Зарабатывать некак. Вот продавец декоративной штукатурки делится. Сколько просел сейчас бизнес в Киеве? Вот, проезжал только что по Хаткевича, закрылась автоплощадка. Вот, и, общаюсь с друзьями, знакомыми, там, с партнерами, и у всех очень, причем такая нереальная просадка, которой, никто не был готов. То есть кто-то предвидел, что да, что будет сложно, но что настолько сложно будет. И причем ситуация какая? Во всех сферах. Допустим, если с момента начала с 22 года
там, с момента начала войны, допустим, многие попроседали, но многие еще держались абсолютно нормально. Особенно сфера строительства держалась. Держалась из-за чего? Из-за того, что рабочих рук стало очень мало, намного меньше, а спрос тоже уменьшился, очень сильно уменьшился, но количество рабочих рук уменьшилось больше. И, соответственно, те, кто работают в ремонтах, в строительстве, то есть, в принципе, не чувствовали абсолютно, а даже имели многие переизбыток заказов, поэтому все было вроде бы достаточно неплохо. А вот с 26 года, вот то, что сейчас происходит, отключение света, ну, просто катастрофа полная. И это Киев, казалось бы, который там... Но, да, есть группы товаров, которые там на сегодняшний день там у них вроде бы все хорошо, да, которые связаны вот с этими вот нашими испытаниями, трудностями, да, там, не знаю, вот зашел в торговый центр, там печки покупают, там многие еще, оказывается, многие не купили, там газовые баллоны. То есть, да, есть группы товара, которые там приносят денег, но их минимум. А у остальных очень печальная ситуация, и задаюсь вопросом, вот, да, к чему мы шли, к чему мы пришли, и к чему, самый главный вопрос, мы придем, да, ну, потому что пока я вижу, идем мы вообще к разрухе, к полной жопе, не знаю, прокомментируйте, то есть я не вижу пока никакого там, как 3 года назад многие говорили, да польются сейчас инвестиции, да нет никаких инвестиций, никто их не польет сюда и не будет лить, потому что американцы бизнесмены, они не дураки. Европейцы, я не вижу в них там особого какого-то потенциала, что они там навливают, да. А вот американцы, которые могли бы, не будут они пока сюда вливать, и потом, мне кажется, тоже. Поэтому поток финансов уменьшается, а с потоком финансов в страну что? Уменьшается, конечно, наша платежеспособность и все, что связано с ней. А это целый цикл, который тянет очень много. Поэтому прокомментируйте ваше мнение, интересно, но пока ситуация такая, я вижу ее печальной и какого-то выхода не вижу. Хотя, конечно, сказать, что мы там проходим, там крепимся, да, понятно, что каждый выживает как может. Но, опять же, всегда я привык строить планы, а сейчас я их вообще не могу, там, анализирую и там перенаправить куда-то бизнес. Ну, в общем, не можешь ты никакой бизнес перенаправить. Ну, куда направить? Можно за границу направить. Вот, например, есть бизнесмен, крупный бизнесмен, Мазепа, да? Там скандалы вокруг него тоже. У него есть партнеры, и во Франции Куршевель, элитка, 11 тысяч ночь. Отель у него сгорел. Все. Нет, был отель, нет отеля. Вот так вот. Поэтому, знаете как, везде так, везде хорошо, где нас нет. Но бизнесмен в Киеве прав. Все сгорело. Ничего не осталось. Вот такое примерно состояние у украинских бизнесменов, киевских бизнесменов. Вот так это все выглядит. Вот таким вот образом. Все догорает. Ярко горит, но догорает. Но что заботит всех? И откуда этот дефицит рабочих рук? Да потому что мобилизация. Но Мадяр, вот тот, который беспилотниками руководит, говорит, все, говорит, от мобилизации не надо ждать чудес. Рожевих окулярів в частині чудес мобілізації ми не очікуємо в 26-му році. Ті, хто хотів воювати, ті воюють. Або загинули. Ті, хто 4 роки не воював, розраховувати на те, що вони добровільно прийдуть до нас, долучаться до наших рядів, звісно, ми працюватимемо на цьому і продовжуватимемо працювати. Але я б в даному питанні, вибачте, не зволожувався. Не увлажнялся. Ну, типа, не влажные мечты, да, по поводу этого не испытывал. Более того, из-за границы тоже как бы дефицит. Тут один из бывших руководителей второго там корпуса, или как они там называют себя, короче, интернационала, вот это интернациональных войск, разоткровенничался. Рекрут тих іноземців в Україні, він, як би сказати, обнулився. Тобто на зараз кількість іноземних добровольців, які їдуть в Україну для того, щоб заключити контракт з Збройними силами і воювати в складі Сил оборони, вона зійшла майже до нуля. І це вже відбулося до Нового року. Так, в якійсь мірі це є сезонність, але це невелика кількість. А здебільшого це саме через те, що легіони як бренд, вони перестали існувати, і іноземці не зовсім розуміють, куди вони їдуть, в складі яких підрозділів вони будуть воювати, і взагалі історія з штурмовими військами для іноземців, вона трошки не зрозуміла. В такому випадку, чи ми могли так розумію, коректно говорити, що навесні цього року ми зможемо рекрутів іноземців поставити на ті рейки, як це було до осені минулого року?
Ні, це суб'єктивна думка, але я думаю, що історія про рекрутинг іноземців – це те, про що вже варто забути. Все, забудьте об иностранцах. Ну, проще говоря, их начали бросать в штурмы, расформировали, распределили по штурмовикам, и они, конечно, перестали ехать. Ну что, они дураки, что ли? Поэтому гребут всех подряд. Всех подряд. Рекламу публикуют. Это Киев, вагон метро. «Мама, что тебе подарить?» СМС-ка типа приходит. «Перестань переховуватись від ТЦК». Ну, типа, перестань прятаться от ТЦК. Лучший подарок маме. Вы представляете? Креативно. Неимоверно. Очень креативно. ТЦК лютует. Просто, ну, скажем так, этих видео куча. Даже вот просили меня в шуме, да ну, что ты их показываешь, не показывай. Так а куда деваются все эти люди? Может, потому что 1000 мы получаем, а 38 отдаем? Вот нашли военного по фамилии Филатов, он там руководит медиками. У нас є достатній обсяг санітарних втрат, які не, скажімо так, не пов'язані з веденням активних бойових дій, а пов'язані більше з утриманням. Чому? Тому що в бліндажах, в яких перебуває особовий склад, топити ми не можемо, бо воно виявляє сразу бліндаж. В більшості випадків взагалі це нори замасковані з метою, щоб максимально приховати і розосередити особовий склад. То есть, смотрите, у нас горит этот, ну, медицинская, да, вот это первая какая-то, первый корпус или какой, или пятый. Короче, говорит, значит, у нас болеют. Топить мы не можем. Начинаешь топить в блиндаже, сразу тебя засекают и убивают. Дроны отправляют туда, там, всякие, баллистику или, ну, там, артиллерию. Сразу. Ну, не получается, сразу убивают. Ну, окей. А как ты там не отапливаешь? Все, конечно, все морозы лютые, холодно. Відповідно, це обмерзання, застудні захворювання, тобто ну, санітарні втрати в таких складних погодних умовах стають кратно вищими. Якщо ми порівнюємо літній час і зараз, то санітарні втрати в 10 разів більше, ніж в теплу пору року. Ну так вот. Санитарные. Вот если есть потери в украинской армии, то, конечно, санитарные. То есть тебя отправляют на... Все думали, что в ТЦК ты уже прошел все мучения. Учебка, мучения. Ну, хоть в армию попадаешь, нормально хоть служишь. Не, там тоже, как бы, уже теперь погода такая, кошмар. Все болеют, все с обморожениями. Нормально воюются, чего? Иностранцы что-то не хотят, представляете, ехать. А ТЦКшники лютуют и хватают всех подряд. Вот видео 23-летний парень со Львова записал. Как с ним поступили? Ему нет 25, но его прессанули. Ну, потом понятно, что отпустили по возрасту, но, в общем, рассказывают свою историю. 15 січня, близько 22:45, мене зупинила група невідомих мені осіб в військовій формі. В агресивній формі вимагали мене документи. Ну, это видео с камер наблюдения, где, видимо, остановили, тягают его, видите. Навіщо вам мої документи? Покажіть мені ви свої документи. Документи строю показали. З ким я спілкуюсь? Наші документи, блядь. Що ви робите? Хто ви такі? У відповідь, зламавши мені руку, нанесли декілька ударів в сторону обличчя, після чого поштовхавши мене в сторону своєї машини. Силою мене туди запхали. В машині нанесли мені ще декілька ударів в сторону живота, голови. Після чого, переконавши, що мені 23 роки, переглянувши мої документи, викинули мене із машини та ще нанесли один удар в сторону обличчя. Підарасина, сука. Ну, вот так вот. Після чого скрилися в невідомому напрямку. Все. Ну, вот нормально. Мобилизация. Бодикамеры, какие-то эти вещи. Вот обычная история. Вот ему очень хочется мобилизовываться. 23 года. С 18 до 22 разрешили уезжать. А ему 23. То есть он 2 года закрыт в Украине. Что ему? Бежать только, понимаете? Он сильно, повстречавшись с ТЦКшниками, хочет. Это Львов. А его губернатор, глава военно-гражданской администрации Львовской, сидит и говорит, это вы какие-то, вы какие-то не такие. Вы недостаточно
зрелые, что ли, как общество. Закликаю ставитись з повагою до працівників ТЦК і СП, тому що більшість з них самі воїни, захисниці, які прийшли і були на фронті, і пройшли військові дії. І ті випадки, які були в території області, це ганьба для кожного з нас. Коли здійснюються напади на працівників ТЦК, це абсолютно, я вважаю, це показ нашої неспроможності і незрілості ментальної, і показ для нашого ворога, що він має шанси перемогти. Це має бути припинено, і треба з повагою ставитись до їхньої роботи. То есть опять аргумент. Значит, ты ТЦК не сопротивляйся, а то вдруг Россия подумает, что она победит. И вообще какой-то незрелый ты пацан, 23 года. Отмудохали тебя и правильно сделали. Чего это ты 23 года ходишь, попадаешься на глаза ТЦК? А в это время помощники ТЦКшников, которые тоже крутят, все задавались вопросом, а что не так? Ну раньше же полиция вроде как... Ну, или там закрывала глаза, или как-то еще, ну, там в сторонке, да. Клименко, он, видите, везде тоже там светит лицом, министр внутренних дел. Что не так? Выяснилось внезапно. Деньги получают, доплаты, боевые для мусоров. Помиляюсь, зараз поліцейський отримує ставку плюс бойові, тобто це мінімум 50 тисяч може він отримувати. То есть минимум полтинничек может получать ставка і бойові. Так, але це тимчасова додаткова грошова винагорода, яка виключно діє під час спеціального правового режиму воєнного стану. А якщо воєнний стан буде відмінений, то додаткова грошова винагорода в 30 тисяч виплачуватись не буде. То будет 20-ка, по 30-ке они получают. Боевые они получают в тылу, полицейские, потому что военное положение. Кто-то верит, что это военное положение когда-то отменят. Где менты получают доплату. Это он говорит, это полицейский, ему задают вопрос, он говорит, да, отменят военное положение, отменят, у нас будет маленькая зарплата, опять бедные несчастные менты. А ТЦК уже и от полицейских защищаются, от этих групп оповещения. 28 числа в Уманском районе военнослужащие ТЦК оповещали. Корректно, по закону оповещали. Но это мало волновало одного из местных. Агрессивно настроенный мужчина подошел к группе военнослужащих ВСУ и сразу нанес одному из них удар ножом в область шеи. То есть стояли себе мирные ТЦКшники, общались, никого не трогали, а тут подходит к ним мужик и сразу раз ножом. К счастью, у солдата оказался сильный ангел-хранитель. Пишут нам официальный ТЦК. Ангел-хранитель у ТЦКшника оказался сильный. В буквальном смысле пишут. Потому что защитил от вражеских пуль снарядов тогда, защитил и сейчас. Нож не задел сонную артерию. Побратимы, которые были рядом, мгновенно задержали нападавшего и передали его правоохранителям. Действием этого преступника, без сомнения, были все там, оценку, квалификацию раненого солдата оперативно доставили в медицинское учреждение. Ему вся помощь и лечение предоставляется. А? С ножами вообще этот народ дикий. С ножами бросаются. Смотрите, это как вот, да, вот, упал, ударился, приступ эпилепсии, умер. А ТЦКшники стоят рядом, что с тобой? А он упал и умер. Вот так. Все говорят, в Буковеле хорошо. Добрались и до Буковеля. Значит, остановили. Машина, как видим, вообще не новая. Машина рабочая. Кто едет на таких машинах? Первый клиент. Что ты по Буковелю едешь на этой развалюхе? Что это? 99-я? Что это? Ну, так вот тебе. Сразу. Бах! И полицейские. Надо же отрабатывать 30 тысяч доплаты, 50 тысяч зарплаты. Выходи, дебил, выходи. Все, машину глуши. Там, смотрите, окружили его со всех сторон. Тут тебе бус. Подперли. Давайте, давайте. Я прозрел, знаете, от чего? От того, кого вытащили из этого буса. Смотритесь. Это просто же нонсенс.
То есть вообще какой-то лысый, седовласый дедуган, да, здоровый, крупный, он там что-то пытается сопротивляться, но ему это не помогает. Что-то протрещало, то ли электрошокер, то ли непонятно что, то ли у снимающего. Ну все, запаковали. Деда запаковали. Ну и горы красивые нам показывают. Ну нормально. Чего это вы говорите? Ехал там вот это все, сам сам залетел в бус, сам. ТЦКшники отбивались, говорит, не нужен ты нам, дед. А он говорит, я пойду служить, я доброволец. Все сам. Ну, а последние новости, это, конечно, просто жесть. Значит, в Хмельницком мобилизовали представителя ТЦК, незаконно выкрали и повезли в неизвестном направлении священника УПЦ протоиерея Максима Анатольевича Москальчука. Хмельницкая епархия УПЦ сообщает, что представители ТЦК забрали, незаконно удерживают клирика Хмельницкой епархии, настоятеля храма в селе Редвинцы Хмельницкого районного округа, протоиерея. В среду утром 28 числа по дороге на работу отец Максим незаконно был задержан представителями ТЦК, насильно забрали телефоны, документы. Пишут, что согласно международному праву и конвенциям священнослужитель не может быть признан в войско, тем более не должен брать в руки оружие. Это не только нарушение прав человека, но и грубое игнорирование духовной миссии, которую пастырь несет. Всем плевать. Просят найти, просят больше информации, у кого есть, поделиться. В Киеве точно такая же ситуация. Клирика Кирилловского монастыря Александра Иценко. Он служит в Кирилловском монастыре. Как сообщили источники Союзу православных журналистов, Александр не числился в розыске, имел при себе все документы священника, но сотрудники заявили, что нужно всего лишь обновить данные, и повезли в ближайший ТЦК. Посадили в микроавтобус, отправили в неизвестном направлении. Прихожане монастыря просят верующих молитв распространить информацию о том, что похитили. Потому что священник, опять-таки, не может брать в руки оружие. Не может брать в руки оружие священник. Мы в таком угаре живем, что даже на такие важные вещи уже все забивают. Это угар. Это катастрофа. Но чтобы не терять потужность, нам периодически показывают языкового омбудсмена. Ти покидаєш поріг, ти виходиш за поріг твого власного будинку, і ти опиняєшся в публічному просторі. Значит, ты переступаешь порог своего дома, и ты оказываешься в публичном пространстве. Что ты должен сделать? Правильно, переходить на украинский язык. Мова публічного простору – державна мова. Крапка. Якщо ти навіть в себе на роботі вирішуєш не якесь ділове питання, а спілкуєшся про свого песика чи котика, ти все рівно маєш це робити державною мовою, оскільки ти вже у публічному просторі, ти на роботі. Все. Ты на работе, ты в публичном пространстве. Ты вышел во двор, ты в публичном пространстве. Все, по-украински давай. Давай по-украински. Это туман над Одессой. Сегодня. Он сгущается, как и тучи над Одессой. Я вам показывал из Великого Львова товарища в прошлом шуме. Так это для кого говорит? Для Одессы говорится. Для Одессы, для Харькова, для русскоязычных. Они, правда, ругаются за зарядку электромобиля на таком трехэтажном и заходят в разрушенный ТЭЦ работники в публичном пространстве. Такое загибают, потому что им надо что-то с этим делать. А что ты с этим сделаешь? Все. И тут как бы они это забывают. Но ты должен помнить публичного омбудсмена. Куда не вышел, давай.
Вообще-то вся защита украинской мовы мне напоминает в этих условиях тоже, кстати, одесский случай. Человек во время гололеда вчерашнего, да, пытался рыбок спасти у себя в пруду во дворе. Энергосистему Одессы разбомбили, света нету, кислород не может поступать. Идем спасать рыб, короче. Ну такой нормальный лед. Короче, надо их спасать. Сейчас мы... Ой, все, спас. Спас. Вот так и украинскую мову спасают, понимаете? То есть он встал на эту льдину, лупит по ней. И вот так это все и проваливается. Проваливается в отсутствие света, проваливается в эту всю потужность. Потужность пропала в розетке, потужность пропала даже в истерике такой, ух, там говорят, вот там вратарь принес победу, выбежал, ну, играет там в Испании или в Португалии, выбежал во время штрафного, Бенфика, да, победила, ее вратарь головой забил гол со стандарта. Ох, потужно. До этого все носились со Свитолиной, но она проиграла. Полуфинал Соболенко, выступавший под нейтральным флагом, потому что она из Беларуси. So impressive from the world number one. Sabalenka moves through to the final once again in Melbourne. Как видите, руки не пожали. Пожали судье руки, а так и не пожали. А зря. Потому что Соболенко сейчас первая ракетка мира. Свитолина обыграла третью ракетку мира. Она выйдет за третье место, поборется. Вот, ну и в финале, да, будет бороться белоруска Соболенко. Это серьезный, выдающийся результат. И Свитолина молодчина. Но эти упоротые, ее подвиг спортивный, подтягивают под эту потужность, потому что радоваться нечему. Потому что Соболенко и Свитолина и любой другой спортсмен не должен лезть вот в этот угар потужности. Его должны любить, ценить за его уникальный талант, за его достижения, за его свершения. И он должен этими свершениями, да, вот как бы держать высоко флаг своей страны. А у нас все превратили с ног на голову. Ну, а проигрыш и проиграла, и проиграла. Хотя она молодчина. И о ней не надо забывать потом. То есть, когда она выиграет, она вот там победила кого-то, победила россиянку, о, все, а белорусскую не смогла. Ну, недостаточно потужно. Ну, все, встретимся в следующий раз, когда ты будешь всех побеждать. Это люди, которые нужны только для победы. А они трудятся, они заслуживают на уважение, а их разделили, разбили это спортивное братство и запрещают даже руку пожать после интересного, с точки зрения тенниса, матча. Есть, конечно, одна надежда. Я против искусственного интеллекта. Я против. Но, может, когда в школе, вот сейчас сегодня сообщили, что в Пекине, в Шанхае уже там тестово, но это уже прям практика, вводят по точным наукам, эссе, сочинения нет, но по точным наукам домашку проверяет или контрольное проверяет искусственный интеллект. Ну, то есть компьютер быстро сканирует, быстро отмечает пометки красненьким, да, вот это вот все, ошибки, вот. Почему я говорю, что это хорошо? Да потому что я украинец. Да, искусственная машина не понимает контекст. Да, она умнее, чем элементарные тесты. Тесты делают тупее. Эссе искусственный интеллект вряд ли проверит нормально. Но когда ты под спорт подгоняешь вот эту свою идеологию, или вот этот вот свой угар, но это спорт, это достижение. Спорт, вот ты быстрее, ты сильнее, ты победил. Попробуй там победить в следующий раз. Ничего не означает, что Соболенко выиграла у Свитолина или наоборот. Но этому учат в школе. Усика показывают с оселедцем в шароварах. Это все надумано. Спорт, он о другом.
как и вообще жизнь, она о другом. И даже вот в этих лишениях кажется, что все больше и больше людей стали это понимать. Обратился Зеленский, он с Мерцем поговорил, помогает нам, немецкие патриоты защищают, говорили о сотрудничестве, работу с партнерами в Европе, с Мерцем, который отворот-поворот дал. Команда у него на связи. С СБУшником, Покладом встретился, говорит, работаем, все хорошо у него. Да. Значит, в Запорожье удар по жилому дому. 1 человек травмирован. Продвижение в Днепропетровской области. Ну, это то из последних новостей, да, вот сейчас. В Днепропетровской области. Ну, энергетическое перемирие объявил Зеленский. Этой ночью, надеемся, США смогут обеспечить его как бы то, что будет достигнуто и будет продержаться. Реальную ситуацию покажет будущая ночь, ближайшая, и следующие дни по ситуации в энергетике в наших городах. Это, конечно, позорище, то, что происходит. Россия молчит, отыгрывает пас на Трампа. Зеленский ни сном, ни духом. Видимо, правда, они узнали об этом во всем исключительно после заявления Дональда Фредовича. Видимо, так и есть. Чем обернется заявление Трампа о просьбе не добивать энергетику Украины в морозы? 17% Киев начнет вывод войск из Донбасса. Наиболее минимальный результат. Видимо, думаете, что не начнет. 25%. Те же грабли для Путина. Значит, ВСУ пойдут в наступление. Это ж перемирие ударов по энергетике, а значит, пойдут контрнаступ сейчас будут начинать. Ну, типа по Курску, да, все ориентируются. Помните, перед Курским броском, рейдом тоже говорили, а давайте перемирие в одностороннем порядке, чтобы не бить энергетику, чтобы люди не страдали. И под шумок вот произошла вот эта вот Курская авантюра. 27% точно добьют, когда будет плюс. И, ну, что, в принципе, понятно, Зеленский воодушевится. Пауза для потужности будет. Вот он воодушевился. И вы видите, как он вывернулся с этой ситуации. Он говорит, Трамп, а ну-ка, проконтролируй. Я не удивлюсь, если мы в ближайшую ночь и следующие пару дней увидим какую-то провокацию, а виноват будет кто? Трамп. Именно поэтому россияне не молчали, а сказал Трамп. Кто первый сказал, тот и ответственный, понимаете? Вот и вся игра. Целый день мусолили, целый день интриги, а вот оно и вышло так. Очередная мина от Зеленского глобалистам Трампу. Завтра что? Вот сейчас ударили по промке в Запорожье. Да, уже этой ночью сообщили. Завтра, послезавтра куда-то ударят. Кто будет? Трамп виноват. Потому что Трамп не может совладать с Россией. А огонь может быть разный, и провокативный в том числе. С разных вообще позиций. Причем это россияне как бы не бьют. А Украина, получается, бьет. Ох, это крупная подстава. А купили, похоже, на лесть. Представляешь, Трамп сказали, как будет круто, ты выйдешь и скажешь, перемирие у нас. Ай. Да, друзья, 2,5 часа в эфире. Всем большое спасибо за ваши лайки, за чат. Спасибо, Александр, спасибо за работу. Да, спонсор 6 месяцев. Спасибо, Владимир, за донат, за поддержку. Так, Саша Трудоголик, отдыхать тоже надо. Да. Сейчас будем отдыхать. Благодарим, Александр, здорово. Спасибо и вам большое. Друзья, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Так, одним глазком давайте загляну в клуб зрителей. Что у нас здесь в клубе зрителей? Так,
Клуб зрителей общения идет. Спасибо большое. О, Шелест, дурак, кто-то пишет. Ай. Добра и света вам. Добра и света. И вы знаете, есть такая мудрость: на всякого дурака довольно простоты. Вот довольно. Так. По поводу... И заглянем сюда, и заглянем давайте в колобок, куда мы катимся. Так, по колобку. Так. По колобку. Да, значит, люди бегут. Один из депутатов бывших местных из Харькова. Так, прошу озвучить, Татьяна пишет, при обсуждении шума. По всей Украине подразделения Нацгвардии увеличили штат в 10 раз, куда набирают всех накачанных быков с органов тетушек. 3 года они отрабатывают схемы борьбы с военным. Это основана задача власти, подготовка к выборам. Командирам Нацгвардии не скрывают, что их подразделения неприкосновенные на все положение, имеют все финансирования в избытке. Это уму непостижимо, когда десятки тысяч обеспеченных всем обученных боевиков с военным опытом, которые ежегодно получают 2-4 раза в год за границей, ходят в порталы, живут дома, приезжают только на учения, отработки, как инструмент власти в борьбе за власть с военными, которые готовятся годами, когда фронт бросают пойманных гражданских на смерть без опыта, обучения, снабжения всем необходимым. Почему мобилизация не касается друзей Зеленского, братьев Суркисов, их предприятий, Акцентбанк, в народе Абанк? С 22 года в банк не пришло ни одного мобилизационного списка, которые сотни человек призывного возраста без брони отсрочек работают спокойно. ТЦК по всей Украине не беспокоит, как будто мирное время для уважаемых сотрудников бизнеса. Большая сотрудников, часть банка не имеют бронь, только руководство. Все читать не буду, извините. При этом 3 сотрудники банка, предприятий и собственника не находились в розыску. По звонку Суркиса их день в день отпускают. На всех военных предприятиях Укрпрома, государственных предприятиях критической инфраструктуры по газу, электроснабжению, отоплению коммунальные предприятия вовсю торгуют бронью за взятки. Увеличение штат почти вдвое, реакции 0. Ну, вот эти подснежники мы обсуждали в прошлый раз, да. ТЦК продают взятки за отсрочки по здоровью с липовыми диагнозами. Вольно-наемные в воинских частях бизнес на крови власти не смущает? Не смущает. Значит, первый вопрос по поводу Нацгвардии. Ну, так, смотрите, власть боится солдатского бунта. Боится. Но идет война тяжелая, поэтому, понятно, военные ничего не могут сделать. Да, обеспечение, пайка, охране режима будет всегда. Бронь будет всегда. Положение будет всегда. Поэтому они такие борзые. Много же... Там просто просят меня, там, не надо вот этих видео, ТЦК, расстраиваются люди. Ну, там они уже прямо говорят. Вот был бы я без формы, я бы тебя там то-то и то-то. Ну, это конкретная кодла, это конкретные псы режима. Их конкретно воспитывают. К этим псам-ТЦКшникам подключили полицейских, ну, ментов, да, вот этих пепсов, нацгвардейцев, им платят, и они кошмарят население. И вы правы. Силы будут неравны, если вдруг условно найдется какой-нибудь атаман в украинском воинстве и пойдет на Киев, а его поддержат другие, и будет такой бунт Пригожина, ну, только не с тем концом, да, который был сейчас у Пригожина, то его встретят вот такие подготовленные люди. Очень внимательно наблюдали за тем, что сделал Путин и что делал Путин в момент вот этого бунта Пригожина. Мы к нему еще пока не подошли, но планомерно идем к подобным вещам. Опять-таки, почему некорректно бунт Пригожина? Он был не против Путина. Он был типа за справедливость. Вот точно так же украинские военные встанут и пойдут за справедливость. Но за справедливость и против Зеленского и его вот этой, как бы, ОПГ «Шнобель». И пойдут, скажут, что мы за вас кровь проливали, вы что? Без света, не договориться, ничего не отремонтировать, инфляция, все дела. И пойдут против него. Но тут их встретят обученные, натренированные люди. Ну, а насчет друзей президента, я думаю, это риторический вопрос, почему мобилизация не касается.
Оксана, на прошлой неделе в судного дня были приведены 4 секунды ближе к апокалипсису. Эти, так сказать, стрелочники, они ведь учитывают признаки причины приближения к этому страшному дню? Вопрос такой, могут ли они вызвать на ковер, к примеру, того же Зеленского и желающих показать им, до чего они довели ситуацию? Нет, ну это просто ученые, анализирующие как бы температуру и среднюю палату по больнице. Это просто их оценка. Никого на ковер они не могут вызвать. Это нам, для понимания. Для мира. Потому что, опять-таки, мы вот живем в парадигме войны, да, российско-украинской, дурной войны, злой войны, плохой войны. А на самом деле мир-то живет другими вещами. Они миром живут. Они зарабатывают деньги, трудятся, промышляют, там, бизнесы открывают, или просто вкалывают, или там обучаются, или творчество. Творчество. Костюмы шьют, книги пишут, картины пишут. Понимаете? Они другим искусственный интеллект создают. Вон, Илон Маск закрывает во втором квартале этого года Теслу. Вот эту S и X. Все, до свидания, Тесла. Нет, обслуживать будут, бессрочный сервис, все как положено. Но Теслу выпускать не будут. Потому что Илону Маску интересна робототехника. Понимаете? Мир живет в другой реальности. Поэтому какой ковер? О чем вы? Не знаем, что можно предпринять. В Змеевском районе, пишет Наталья из Харьковской области. В Змеевском и Слободанском районе Харьковской области полным ходом идет подготовка к разработке недр. Ничего не согласовывается ни с громадами, ни с частными домовладениями. И уже наметили вышки для бурения скважин вблизи домов в селе Гинеевка. Жители понимают, что при всем безумии, которое творится вокруг, надвигается экологическая катастрофа. При разработке применяется метод гидроразрывов, когда смещаются подземные пласты и из скважин колодцев уходит вода. Ведут себя газовщики бесцеремонно, недовольным, угрожают СБУ. Можно ли что-то сделать в данной ситуации? Апеллировать к законам, скорее всего, наивно. Да, апеллировать к законам наивно. Ну, смотрите, Змеевский, Слободанский район Харьковской области, ну, это только к военным можно апеллировать. Ну, кто там, бригада какая там стоит. Ну, там, по-моему, нет, азовцы, вот эти националисты, они южнее. Не могу, 24-я вроде была когда-то. Короче, надо куда-то, ну, какие-то, чтобы пришли, шуганули, что-то там, ну, чтобы только так. Но, опять-таки, а какой им смысл? Недра проданы. Будут бурить, будут гидроразрывы, вода будет уходить с колодцев, потому что недра уже американские, британские, все. А дома и дома, ничего страшного. Купите. Получаете ж там пенсию какую-то, ну купите себе воду в бутылке. Все. Водопровода не будет. Вот за эту страну и воюют. Поэтому я говорю об вот этом произволе и о том, что, ну, правильно, пользовательница предыдущая в колобке, куда мы катимся, написала о том, что жесть. Готовятся к тому, что там военные повстанут. Потому что военные все больше и больше это простые ребята, которые схватили и засунули в бус. А надо, чтобы им в тылу кто-то противостоял и кошмарил. Так, на всякого мудреца довольно простоты. Да, смешно. Шелест. Ну и что с комментариями? Ой, слушайте, наверное, пойдете вы отдохнуть. Добра и света вам. Значить, Саша, ваша думка, ЗС зірветься перемир'я енергетичне, запустит ракеты по оккупованным? Вполне возможно, не было же условия. Это же Трамп просил Путина не стрелять, а он там куда-то стрельнет на второй день, на третий день, понимаете? Ну и все. И Трамп будет виноватый. Посмотрите, сейчас такая, ну, очень интересная схема вырисовывается. Видите как? Крутит Зеленский. Ах, выкручивает. Ну, посмотрим, чем это аукнется. Саша, кто этим шариковым портфеле раздал? Люди. Люди Зеленского выбрали. На каких обещаниях? И поверили, что люди вот эти придут и будет все хорошо, что они, да, они из системы, они там разберутся, понятно, что заматереют, но будет мир. Люди мир выбирали. Да, друзья, всем большое спасибо.
за сегодняшний шум. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите, если смотрите в записи, как бы, ну, в города, откуда вы посмотрели. Или если не поиграли в города, все равно зайдите, прокомментируйте. Ох, интересное время сейчас, интересное время прогиба. Видите как? Это как вот в борьбе. Вот вроде взяли в партер уже все, а он это и ужом извивается, выворачивается. Вряд ли вывернется, но это можно смотреть так вот со стороны и подхихикивать, а внутри-то очень тяжело. Поэтому, друзья, крепитесь, держитесь. Добра и света. Хорошо.